Всем привет! Сегодня говорим о расцепке и зацепке прицепа. Когда вы нашли место, где будете расцеплять прицеп, или у вас есть уже это место, встали, первое, что надо сделать, самое первое, и запомнить раз и навсегда, вот эта кнопка. Вот это вот кнопка, рычаг, кнопка, как хотите называйте. На себя застопорить прицеп, это значит. Вот, ее надо запомнить. Первое, это вот эта кнопка. Буду повторять, прям сидеть тут минут 5. Да нет, шучу. Короче, первое, кнопку на себя выдернули, застопорили прицеп. Дальше идем к седлу. Расстегиваем седло. Вытягиваем предохранитель. И рычаг на себя. На себя и немножко на камеру в данном случае. То есть вот сюда. Чтобы он вышел и зафиксировался. И чтобы предохранитель поднялся и лег на него сверху. Дальше вам надо слегка поднять прицеп. Неважно, груженный он или пустой. Поднимать можно либо пультом, таким образом. Выбираете перед или зад и поднимаете. Или же второй вариант. Дублирующие кнопки вот здесь вот можно взять и слегка приподнять зад. Этого будет достаточно. Приподняли, пошли к лапам. Берем перчатки. Все помнят, да? Есть две скорости. Внутрь – это маленькая скорость. Полностью на себя – это нормальная скорость. И пошли вниз их. Все, уперли в землю обе лапы. И дальше идем в кабину. Прицеп у нас зафиксирован. Застопорен. Лапы опущены. Ставим, нажимаем кнопку «Транспортное положение» и выкатываемся из-под прицепа. Чуть-чуть. Все, этого достаточно. Машину я заглушил, чтобы было лучше слышно. И дальше у нас идут шланги. Смотрите, почему сразу в транспорт можно ставить. Потому что у нас уже есть отрыв седла от прицепа. В принципе, можно будет выезжать спокойно, когда отсоединим шланги. Так как прицеп застопорен, то по сути нам нет никакой разницы, что мы сейчас будем в первую очередь отсоединять, какой из шлангов. Поэтому начинаем с ближнего. То есть теперь можно в произвольном порядке их отсоединять. Это ни на что не повлияет, прицеп никуда не дернется, не прыгнет. АБС. Все. Можно выезжать. На всякий случай, конечно, можно еще чуть-чуть приопуститься. Но большого смысла нет. Мне выезжать далеко не надо, так как я уже припарковался. Надеюсь, суть ясна. Зацеплять в обратном порядке. Да, или вот минус, что он идет, снять не здесь, нахуй, тайрал, манлёузы, он же умрет.
И чтобы вот этот язычок опустился вниз. Я сейчас его стрелочкой помечу. Вот именно так надо проверять, что седло у вас застегнулось. И никак иначе. Теперь будет пояснительно-теоретическая часть. Можете ее не смотреть, от этого ничего не изменится. Если вы будете делать так, как вот сейчас было показано, то это будет безопасно, просто и быстро. И также с гарантом того, что следующий водитель не вляпается в какую-нибудь историю с укатившимся или поломанным прицепом. В общем, объясняю. Стопор прицепа, почему он так важен, почему это делать надо в первую очередь. Потому что так вы исключаете любую случайную возможность его движения. Все элементарно. Также вы избавляете себя сразу же от возможности того, что прицеп, скажем так, прыгнет в момент, как вы будете, например, сдергивать шланги, красные и желтые шланги, когда он прекратится подача воздуха и он затормозится, возможно небольшое его качение или движение. Не дай бог, если в этот момент вы будете находиться между рефом и кабиной, особенно если они у меня поставлены так близко, как у меня по-скандинавски, чтобы как можно больше давило на ведущую ось. Ну, мало ли что. Почему мы выкатываемся из-под прицепа, прежде чем лезть отсоединять шланги? Опять же, для удобства и для безопасности. Вы не будете пачкаться, и вам элементарно просто удобнее оперировать шлангами. Вы можете делать это двумя руками, не одной, как я сейчас делал, двумя руками. И сразу же удобно их расположить за кабиной. Порядок — это как-то так. Все закреплено за кабиной, никуда не упадет, не денется. Кстати, то, что вы идете, выходите из кабины, идете дергать красную кнопку, это тоже вам дает дополнительную возможность осмотреть прицеп. То есть, если вы отстегиваете его, отдаете кому-то, вы проводите, скажем так, и попутно визуально-технический контроль. Да и ноги размять. Немаловажно. Почему следом за стопором, красной кнопкой, мы идем расстегивать седло? Потому что тягач и прицеп, полуприцеп в данном случае, находятся в транспортном положении ровно. Седло в данном случае максимально, скажем так, свободно. То есть шкворень не прижат ни к какой стороне замка. И наиболее просто именно в таком случае освободить затвор. Как-то я по-оружейному говорю. В общем, короче, выдернуть этот стопор проще всего. Вы освобождаете седло, и тогда уже можете свободно манипулировать подушками, поднимая на нужную высоту полуприцеп, и потом опускать лапы. Нюанс. Чем тяжелее прицеп, тем выше надо задрать его над землей. Ну, элементарно. Он имеет небольшое свойство изгибаться. А так как шкворень находится впереди за лапами, то чем больше груза, тем больше он изогнется. И чтобы у вас была возможность выкатиться из-под него, освободиться полностью из-под прицепа, чтобы остался зазор обязательно между седлом и прицепом, то надо его задрать повыше. Если у вас полная загрузка, если вы пустые, то в принципе можно его даже вообще не задирать, оставить в транспортном положении, опустить лапы, опустить подушки тягача максимально вниз и выкатиться. Кто-то говорит, что надо, если вы груженый, опускать подушки. Никогда так не делал, и с лапами ничего не случалось, как утверждают, что, мол, лапы гнутся, ломаются. Но если вы примете решение спустить подушки, предположим, все-таки, тогда сделайте это до того, как окончательно поставить прицеп, как окончательно запарковаться для того, чтобы проводить манипуляции. Что касательно лапы, почему эта процедура позволяет вам избежать проблем с погнутыми лапами. Прицеп зафиксирован, и если вдруг вы решите дедовским способом
проверить, например, зацепился ли прицеп. Зацепились, толкнули, услышали щелк, включили переднюю передачу и давай его тянуть. И вот если он не застопорен, то вы погнете лапы. Кто-то говорит, что прицеп на лапах никуда не способен поехать. Окей, поехать он может и не поедет, но качнуться, шатнуться так, чтобы причинить вам неприятности, он вполне способен. В общем, вот так, ребята. Надеюсь, это видео было полезным, максимально коротким и понятным для тех, кто начинает, или для тех, кто продолжает работать в дальнобое, на грузоперевозках. Да, еще и нюанс. Если ты ездишь на Volvo, дорогой зритель, у тебя особенно важно пользоваться этим стопором. Прямо-таки еще важнее, чем на любой другой машине, потому что на Вольвах, насколько я понял и ощутил на своей шкуре, когда ты ставишь ручник, стопорится только голова, а прицеп нифига. Не знаю, зачем они это сделали. Так что красный стопор — это начало процедуры и конец процедуры. Первое, что вы должны сделать, это выдернуть его, и последнее, что вы должны сделать, это вжать его обратно, освободив стояночный тормоз прицепа. Застегивайтесь правильно, безопасно и быстро, и просто. Удачки вам! Пока-пока.